Она отрастила крылья из чакр любви, она научилась дышать маткой, она смогла решить пару задачек из высшей математики, а вечером она обрызгивает свою кровать духами, чтобы засыпать, например, в запахе грубого мужского одеколона, который, обманывая ее, дарит ей фантазию о присутствии мужчины. Сегодня разберем случай женщины, которая смогла многого добиться, но чувствует себя одинокой, остается одинокой, несмотря на то, что она и красива, и достаточно умна, может взволновать мужчину, может быть интересной в компании, имеет профессию, которая приносит ей достаточный доход, довольно неплохо управляется с детьми, а у нее их двое. И более того, они уже подросли настолько, что могут оказывать ей какую-то поддержку, и материальную, и моральную. То есть это женщина средних лет, приблизительно чуть больше 40 и чуть меньше 50. Она ищет себя, свои таланты, свои увлечения, она развивает свои хобби, она пытается, как это сейчас модно говорить, развиваться многосторонне. Часто с подругами она упоминает каких-то мужчин, якобы присутствующих в ее жизни. Она даже рассказывает о каких-то похождениях, о каких-то встречах. Она даже выдумывает имена, иногда путаясь, но красиво выворачиваясь, она усердно работает над иллюзией своей популярности, своей нужности. Это делает ее сильнее, это делает ее увереннее. Она чувствует себя женщиной, несмотря на то, что это все неправда. Она может устремляться дальше в надежде, что когда-нибудь либо фантазия сбудется, и она встретит мужчину, либо она проживет в фантазиях всю жизнь, создавая имитацию отношений, и никто не сможет указать на нее пальцем, подчеркивая, что она как будто не совсем состоявшаяся женщина. В реальной жизни у нее было 2 брака. Точнее сказать, 2 вынужденных брака. Оба были по залету. При том, что в первом случае она любила мужчину, и поэтому не стоял вопрос о предохранении. Во втором случае никто не знает почему. Но она и второй раз пошла этим путем. Она получила мужчин в отношения, поставив их перед упреком, претензией или не оставив им выбора. И мужчины не убежали от нее, остались с ней, но не задержались надолго. Несколько лет хватило, чтобы понять, кем живут они, с кем живет она и какие у них отношения. Первый мужчина был необычайно харизматичен. Он был своенравен, очень интересен собой. Нельзя сказать, что он умел ухаживать за женщинами, но достаточно было просто на него посмотреть, чтобы его захотела практически любая женщина без комплиментов с его стороны. Иначе говоря, ему не надо было ничего делать. Он просто присутствовал, и все его хотели. Очень желанный приз, который наша главная героиня смогла получить в свои руки.
Их роман закрутился очень стремительно, еще в раннем возрасте, буквально сразу после школы. Через 7 месяцев она уже была беременная. И они решили расписаться. Тогда он казался полной противоположностью ее отца, грубого, неразговорчивого мужчины, который не понимал своих желаний, не знал, как жить в этом мире, действовал абсолютно интуитивно. Женщина в его жизни была вещью, которая умеет обслуживать мужчину во всем. Нашей героине поначалу казалось, что это огромная удача встретить красивого мужчину, который, как истинный самец, захочет принадлежать одной женщине, испытывая желание ко всем. То есть она будет избранная. Он выберет ее, он будет с ней, потому что она самая-самая. И вот они поженились. В животике уже был ребеночек 4 месяцев. И в скором времени они стали родителями чудесного малыша. Мальчик был очень похож на папу. Все гордились, каким красивым он получился. Казалось, жить бы дожить, добра наживать. Кстати, с добром так и получилось. Добро пришло очень быстро. Они получили квартиру от родителей. Дом достался от бабушки с дедушкой. В семье поначалу был мир и порядок. Когда родился малыш, все поменялось очень резко. Оказывается, мужчина не может жить втроем. Оказывается, его интересует женщина, которая всецело посвящает себя ему, но не как любовный объект, не как человек, который дарит свою любовь, потому что испытывает сильные чувства, а как женщина, которая призвана служить мужчине всегда и во всем, вне зависимости от ее чувств к нему. То есть, даже если он разрушал хорошие чувства женщины, даже если он растаптывал ее надежды и мечты, даже если он унижал ее и поступал с ней, мягко говоря, отвратительно, она должна была платить ему хорошей монетой во всех случаях, во всех ситуациях, в любой момент времени, даже когда он пристрастился поднимать на нее руку. Она очень сильно его любила, и она готова была простить ему абсолютно все. Она готова была подождать, ссылаясь на то, что, наверное, у него тоже были какие-то травмы детства или отношения такого порядка, такого серьезного уровня у него были впервые. Женщина давала ему карт-бланш с тем, чтобы со временем пришло изменение. Он научился жить с ней и с маленьким сыном, полюбил эту семью как бы заново, уже в этом составе, в этой организации. Но оказалось все совсем наоборот. С каждым днем она все меньше интересовала мужчину. Все меньше ему хотелось вкладывать силы и время в ребенка. Он завел роман на стороне, начал часть денег тратить на других женщин. Домой приходил только покушать, иногда переночевать, и мог оставить какую-то незначительную сумму денег на столе. Его вообще не интересовала семья, и все начало катиться в глубокую бездну разочарования, ужаса, страха, потому что оба этих молодых человека уже не знали, что делать со своей семьей.
Они не могли обратиться за помощью, они не знали, что можно что-то сделать, они просто жили одним днем, надеясь на лучшее с ее стороны и надеясь на скорое освобождение от любых обязательств его. Их любовь жила недолго, точнее, было бы сказать, его любовь жила и не 3 года, и не 2. Через 1 год и 7 месяцев он оставил жену и ребенка и буквально отвалился целиком. То есть он совершенно утратил всякий контакт, ну а позже просто уехал за границу на заработки, где и остался жить навсегда. Разбитая горем женщина, маленький малыш. В тот момент она еще не работала, она только вышла из декретного отпуска. Ей не хватало катастрофически денег. Конечно, она нашла опору в своей родительской семье. Слава богу, мама и папа поддержали ее. Что она не учла в этих отношениях? Конечно, надо признать, что это ее первая большая любовь. Она очень хотела выразиться как женщина. Ей очень важно было быть любимой, особенно быть любимой значимым мужчиной. Мужчины могут по-разному быть значимыми. Они могут быть похожи на отцов. Они могут быть хорошими друзьями. Они могут быть богатыми. Они могут быть известными. Они могут быть желанными. Она нашла желанного мужчину, во всяком случае, внешне. Очень многие подруги ей завидовали, когда она вышла замуж. Хотя это обернулось для нее личной трагедией, длиной в десятки лет. Кроме того, что она хотела ощутить себя полноценной женщиной, она не учла неосознанное желание найти кого-то противоположного отцу. И она так этого сильно хотела, она не могла тогда спросить себя, почему ее отец такой, почему ее восприятие отца такое травматичное, и надо ли опираться на отца как на проекцию дальнейших отношений, насколько это должно влиять на ее отношения. Она буквально хотела кого-то тотально не похожего на ее папу. Ей казалось, что такой общительный мужчина, такой ловелас, что было совсем не похоже на ее отца, наверняка знает, как сделать женщину счастливой. Но оказалось все наоборот. Этот мужчина был еще хуже, чем ее отец. Он даже не смог войти в семейные отношения. Он создавал иллюзию очень приятную, иллюзию желания, которая скрепляет этот союз. Однако желанием здесь было только очаровать очередную спутницу, подарить ей некоторое время ласку и заботу, а дальше, в момент, когда женщина принимает его и отдается ему целиком, растоптать ее сердце, интенсивно войти в любовные отношения и интенсивно выйти из них, разрушив все, уничтожив всякие желания и возможности быть вместе, буквально выжигая все на своем пути. То есть это, по сути, был ее отец, но в такой активной, проявленной форме, которая вначале маскируется под что-то невероятно привлекательное.
что-то очень заманчивое. Вот так она оступилась первый раз. Спустя 10 лет ситуация повторилась, но немножко в другом ключе. Она встретила мужчину, который тоже был привлекательный и обаятельный, тоже был интересный. И казалось, что он ищет в ней поддержку для себя. Он хочет союза с ней, потому что она его принцесса, его королева, которая вдохновляет его что-то делать в этом мире, зарабатывать больше, быть успешным. И именно так их отношения начались. Она была явным стимулом для его жизни. Он был благодарен ей, и он подарил ей ребенка. Они вскоре расписались. Но оказалось, что как только женщина сошла с этого пути из-за беременности и после родовых месяцев, которые она в большей мере посвятила ребенку, мужчина стал потухать, мужчина стал исчезать, перестал делать значимые шаги, поступки. Он буквально перестал видеть ее как женщину, которая может вдохновить, может помочь держать в тонусе все его мышцы. Он скатился в какие-то примитивные развлечения, время стал тратить на бесполезные занятия, и очень скоро ей пришлось от него отказаться, потому что он не хотел участвовать в жизни семьи, это требовало активностей, а он не готов был их давать. То есть он совсем не хотел инвестировать в женщину, если женщина не стимулировала его вначале. Иначе говоря, это мужчина, который отвечал своими действиями только на гиперстимуляцию. Такой примитивный ответ. Стимул, реакция, стимул, реакция, стимул, реакция. Как только стимул прерывается, реакция исчезает. Мужчины нет. Просто он как бы вроде есть, но это пустое, безвкусное, неинтересное место. Что же получилось в этом случае? Тоже ситуация с отцом, но уже там, где отец был в роли мужа ее мамы. Он хорошо действовал, хорошо функционировал, когда мама нашей героини могла его стимулировать. Он мог отзываться, он мог что-то делать, но как только стимуляция заканчивалась, он становился злым, несговорчивым, играл в молчанку месяцами, порой не проронив ни слова и не объяснив почему. Он просто замыкался, показывая всем своим видом, что ему не хочется быть в этой семье. Стимуляция же происходила очень интересным образом. Почему сразу не было понятно схожесть с отцом. Мать стимулировала его, не давая ему что-то, а наоборот лишая. Он как бы находился все время в зоне лишения. Ему показывали, ему перед носиком трясли морковкой, и когда он протягивал руку, забирали это у него, и он не мог насладиться практически ничем. Всю свою жизнь он стимулировался лишениями, он действовал из лишений, которые он пытался перекрыть избытком, и мать переворачивала это опять в лишение. Например, он приносил зарплату, и мать покупала что-то в дом практически под размер этой зарплаты. Это не всегда было необходимым,
Например, она купила новые стулья на кухню. Старые были еще в порядке. Но когда женщина озвучила ему на второй день после получки, что деньги практически все ушли и семье не за что жить, он шел на подработки в вечернее время, делал там что-то, приносил деньги. И вот таким образом этот круг замыкался. Он стимулировался лишениями. Вот так эта история перевернулась после более тщательного рассмотрения динамики, которая сложилась в отношениях этой женщины с мужчинами, которые принесли ей двух замечательных детей. Тем не менее, она до сих пор не знает, что ей делать, потому что те выборы, которые она имеет из своей семьи, это не выборы. Это то, что находится у нее в кармане. Поступать так, как отношения разыгрывались внутри семьи. Это то, что всегда есть у человека в запасе. Ему не надо над собой работать, ему не надо что-то делать специальное. Он это разыгрывает автоматически. В первом случае картинку унижения, озлобленности, грубого отношения. Во втором случае позиция женщины по отношению к мужу, в которой отобразилась картина их истинного существования, без прикрас. Он был грубым, бесчувственным, порой примитивным. Она была способной много работать, много делать, много давать, и при этом умела забирать у мужчины возможность насладиться плодами жизни, плодами деятельности. Вот так и живет эта женщина. Она живет в противоречиях. С одной стороны, она готова служить мужчине, она готова делать, она готова создавать. С другой стороны, у нее есть сильное желание забрать у мужчины все, чтобы у него ничего не осталось. Она хочет буквально контролировать все, что у него есть. Она может зажечь огонь в отношениях. И в момент, когда все начнут греться у этого огня, вынести его на улицу. Она металась из позиции в позицию, она могла один день быть очень теплой, второй день очень холодной. Это и до сих пор происходит с ней. Это смена настроения, смена позиции. Правильно было бы сказать, она застряла нигде. Чем можно помочь такой женщине? В первую очередь хочется сказать, не стоит держать руки в карманах, не стоит искать там что-то. С мужчиной ей придется рисковать по-крупному. Заново учиться жить в любом возрасте и каждый раз отвергать любую готовую позицию. Понимание истории этой женщины, понимание контекста, в котором она произрастала, в котором она формировалась и который она хотела проиграть автоматически, по умолчанию, как самый знакомый, хоть и, может быть, не хороший, но верный, потому что он разворачивался у нее на глазах, он был сутью ее жизни, она нашла себе место в таком хитром и сложном мире ее родителей и их отношения между друг другом и отношением к ней.
То есть она пыталась воспользоваться тем, что ей было дано в детстве, по-своему, где-то становясь в противоположную позицию, а где-то соглашаясь вести себя подобным образом. И это не спасло ее от разочарования и от брошенности и некой обреченности. Если у вас подобная ситуация, постарайтесь максимально приблизиться к истории, в которой вы сформировались, стараясь минимально это использовать, строить новые отношения, в которых будут некие другие принципы и правила, которые обязательно будут строиться на риске, самопожертвовании, изучении зон комфорта и дискомфорта, взятии ответственности и разделении ответственности с другим человеком. По сути, это попытка жить заново, жить с нуля. Конечно же, бессознательно все равно будут вмешиваться предыдущие правила игры, но их изучение и понимание будет создавать возможность не слепо повторять, а выбирать, действовать иногда иначе и ожидать, естественно, лучший иной результат. Ну и второе, наверное, этой женщине очень хочется двигаться естественно, двигаться так, как у нее получается. Часто это становится бедой для отношений. К сожалению, когда мы говорим, что мы хотим быть самими собой, хотим, чтобы нас принимали такими, как мы есть, мы либо лжем себе и другим, либо не понимаем, как устроен человек. Быть самим собой – это как раз и не быть человеком. Если вы человек, если вы претендуете на это, не пытайтесь быть собой. Попробуйте найти себе иное место. Но об этом мы поговорим в других выпусках.